Привет, друзья! Сегодня я обсужу сразу несколько тем, которые напрямую касаются будущего Германии. Почему внутри партии «Альтернатива для Германии» разгорается спор между Алис Вайдель и Тиной Хрупалой, что стоит за падением рейтингов канцлера Фридриха Мерца и опережением союза ХДС-ХСС партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Каким будет новое повышение цены на Deutschland Ticket и как это скажется на самих пассажирах, я разберу заявление о модернизации Бундесвера, узнаете, почему аренда комнат в Германии впервые превысила 500 евро, а также посмотрите, какие прогнозы даются экономисты по росту ВВП. Каждая из этих новостей отражает изменения, которые формируют настроение общества и политику всей страны. Обо всем этом подробно прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать важные последние новости Европы и Германии. Итак, после серии инцидентов с нарушением воздушного пространства НАТО возросли споры внутри партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Лидеры Алис Вайдель и Тина Хрупала высказались совершенно по-разному. Вайдель призвала к деэскалации ситуации. Она заявила, что если выяснится факт нарушений со стороны противоположной страны, то та должна остановиться и не проверять оборону НАТО. По ее словам, эскалационные шаги могут подорвать усилия к миру и повредить отношения между властями Соединенных Штатов Америки и страной, чьи самолеты нарушали границы. Хрупала, напротив, выразил сомнение в серьезности этих инцидентов. Он назвал сообщения неточными и поставил под вопрос достоверность источников. По его словам, некоторые из дронов выглядели сконструированными из легких материалов и могли не представлять серьезной угрозы. Он призывает к осторожному подходу и диалогу, а не к излишнему беспокойству. Такой раскол среди двух лидеров «Альтернативы для Германии» демонстрирует внутренние разногласия по внешней политике. Вайдель делает ставку на более жесткую позицию и дистанцирование от провокаций, тогда как Хрупала предпочитает смягченный подход и критику медийных сообщений. Таким образом, внутри АДГ «Альтернатива для Германии» обострился спор по поводу нарушений воздушного пространства. Вайдель и Хрупала выступают с диаметрально противоположными оценками, что отражает более глубокие идеологические расколы в самой партии. А теперь о рейтингах политиков и партий в Германии. Канцлер Фридрих Мерц заметно теряет свою популярность. Согласно исследованию института Инса, выполненному по заказу издания Bild, Мерц опустился с 14 на 18 место в рейтинге политиков по уровню одобрения. При этом 62% опрошенных выразили неудовлетворенность его деятельностью, а лишь 26% оценили ее положительно. Показательно, что в рейтинге меньше доверия заслужили лишь Йенс Шпан, это фракционный лидер Союза, и Тина Хрупала, один из руководителей партии «Альтернатива для Германии», как я вам только что рассказывал. По партийным симпатиям важный и тревожный сигнал именно для Союза. Впервые «Альтернатива для Германии» опережает их в вопросе Инса. АДГ набирает 26% голосов, в то время как объединение ХДС-ХСС только 24,5%. Согласно результатам, коалиция ХДС-ХСС и Социал-демократическая партия Германии СДПГ едва дотягивают вместе до 39% суммарной поддержки, а их перспективы формирования устойчивого большинства выглядят все более нелегкими. Эксперты отмечают, что мир стоит перед серьезной задачей переломить этот тренд, который к настоящему моменту идет явно не в пользу нынешней власти. Поэтому популярность канцлера падает, «Альтернатива для Германии» выходит вперед в рейтинге партий, а положение союза ХДС-ХСС в электронной гонке оказывается подавлением новых тенденций. И еще интересная новость о принятом новом окончательном решении. Члены Союза ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии СДПГ договорились, что с 2026 года поднять цену на Deutschland Ticket, месячный проездной на весь региональный транспорт. Внутри самой СДПГ уже признают, что это решение расходится с тем, что было прописано в коалиционном договоре. Новая цена будет составлять 63 евро в месяц, то есть на 5 евро больше, чем сейчас. После этого предусмотрены дальнейшие, кстати, повышения, привязанные к индексам затрат. Исходный коалиционный договор предусматривал, что Deutschland Ticket будет оставаться в неизменном цене как минимум до 2029 года, и любые повышения должны вводиться постепенно и социально справедливо. Таким образом, СДПГ открыто признает отклонение от договоренности коалиции и пытается минимизировать политический ущерб, одновременно закрепляя новую ценовую политику.
Далее новость с важным заявлением о будущем обороны Германии. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройс заявил, что армия должна быстро оснаститься новыми средствами борьбы с дронами, включая так называемые дронов камикадзе. Он отметил, что к концу года войска впервые проведут стрельбы с использованием этих систем. В ответ на эти планы Мария Кристина фон Хан, генеральный директор немецкой ассоциации аэрокосмической промышленности, подчеркнула важность быстрого реагирования на растущие угрозы. Она призвала политику, армию и промышленность объединить свои усилия для обеспечения обороноспособности страны. По ее словам, немецкие технологии уже успешно используются за рубежом и должны быть внедрены и в Германии. Поэтому сегодня Германия стремится укрепить свою обороноспособность, активно внедряя новые технологии и укрепляя сотрудничество между армией и промышленностью. А дальше еще интереснее. Средняя стоимость аренды комнаты в коммунальной квартире в Германии впервые превысила 500 евро в месяц. В 2024 году средняя арендная плата составила 489 евро, что на 17 евро больше по сравнению с предыдущим годом. В некоторых городах, таких как Мюнхен, цены значительно выше, достигли 790 евро, в то время как в более мелких городах, например в Сигине, аренда может быть около 330 евро. Этот рост цен значительно опережает общий уровень инфляции в стране, в то время как инфляция в Германии, напомню, в 2023 году, например, составила 5,9%, цены на аренды комнат увеличились на 17 евро, что является более чем 3% роста. Особенно остро эта проблема ощущается среди студентов. Средства, выделяемые на оплату жилья через программу государственной финансовой помощи студентам и школьникам в Германии, часто не покрывают реальных затрат на аренду. Например, в Берлине и Франкфурте на Майне средняя стоимость аренды комнаты составляет около 650 евро, в то время как предусмотренная сумма на жилье по этой программе составляет всего лишь 360 евро. Молодежь и студенческие организации призывают к действию. Они требуют от правительства Фридриха Мерца гарантии доступного жилья для студентов, предлагая установить максимальную арендную плату в размере 400 евро в месяц. Также предлагается расширение студенческих общежитий и введение онлайн-платформ для мониторинга и контроля цен на аренду. Таким образом, рост цен на аренду комнат в коммунальных квартирах в Германии становится серьезной социальной проблемой, требующей внимания и действий со стороны властей. И это еще не все. Экономические институты Германии пересмотрели свои прогнозы роста на 2025 год. Вместо ранее ожидавшегося роста в 0,1% теперь прогнозируется увеличение валового внутреннего продукта на 0,2%. Это свидетельствует о небольшом улучшении экономической ситуации, несмотря на продолжающиеся вызовы. Прогноз уже на 2026 год остается на уровне 1,3% роста. Однако, по мнению экспертов, темпы восстановления экономики остаются медленными. Канцлер Фридрих Мерц подверг критике темпы реформ, заявив, что они недостаточно быстрые и глубокие. В то же время экономисты отмечают, что правительственные меры, такие как налоговые послабления и инвестиции в инфраструктуру, могут поддержать экономический рост в будущем. Однако, несмотря на эти меры, экономический климат остается напряженным. Индекс делового климата ИФА, я вам уже говорил, в сентябре снизился до 80,7 пункта, что ниже ожиданий аналитиков. Президент ИФА Клеменс Фест отметил, что ухудшение настроения среди компаний связано с неопределенностью в экономической политике и замедлением темпом реформ. Среди основных факторов, влияющих на экономику сегодня, это выделяется слабый промышленный сектор, снижение инвестиций и неопределенность в международной торговле. Между тем, потребительские настроения немного улучшились, чему способствует повышение ожиданий доходов. Однако опасения по поводу инфляции и безработицы продолжают оказывать давление на потребительскую уверенность. В целом, экономическая ситуация в Германии остается сложной, хотя прогнозы на 2025 год стали немного более оптимистичными. Экономисты предупреждают, что для устойчивого роста необходимы более решительные и структурные реформы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.